А что он сказал, когда прочитал? Смеялся. Смеялся? Смеялся. Сказал, с ними топором надобно, да красным петухом. А не челобитный. Дождешься милости государю, как конца света в гробу дождался. Черт делать-то мне, а? Бежать тебе надо. Бежать-то оно верно. А пушки как? Что ж делать ты будешь, швед-то близко уж. Ой. Живой. Ждала. Сам знаешь. Вот я вернулся. Господи. Сама себе такого выбрала. По сей день люб я тебе. Люб. И по сей день. И вчера, и ныне, и завтра, и всегда. Здравствуй. Здравствуй, муж. Здравствуй, жена. Здравствуй. С радостью, господин капитан-командор, с великой радостью. Давненько не баловал такой вестью. Истинно так. Рябов Иван Саватеевич живой возвернулся. Отпустил его море. Вот, Святой Крест. То доброе предзнаменование. В последнее время думал о нем. Жалел, что нет его, и вот на тебе. Вот и на нашей улице праздник, Афанасий Петрович. Иван Саватеевич вечеру просил быть. Пообещал, авось не соскучимся. Быть посему. Почивает князь воевода. Буди, дело спешное. Не побужу. Гневен будет Алексей Петрович. Коли что надо, сказывай. Ладья воровская, что прежде упустили, явилась. А таможенные солдаты тех воров вместо съезжей домой наладили. Ох, что делают? Воры те не иначе, как свейских воинских людей тайно привезли. Ох, Господи! Да не воинских людей, а меха богатые, китовый ус. Вот что привезли. С умом делать, скажут, где спрятали. С умом. Коли на дыбу вздеть, так сказку писать надобно. Князь воевода все себе в амбары потянет. Тут думать надо, голубь, крепко думать. Может, так, потянем тех воров, когда князь воевода на пытке утомится, уйдет. Без него разговорим.
рухлядишку возьмем, а кое-чего и князю оставим. Кое-чего. Понял, голубь? А кому их и мать? Тех воров? Тебе, голубь, тебе. Ты упустил, тебе и хватать. Утром хватай. Боярин твоевода собирался завтра на цитадель поехать. Мы покуда все и обладим. Понял? Батюшка, здравствуй, мой миленький, Простите меня за то, что сам возвернулся живым, а многих друзей своих схоронил на Груманте. Что мужья ваши и сыны упромыслили все цело. Покуда упрятано, чтобы начальные люди не обобрали. Монастырю ничего не дадим, будет. Много ли отец Киларь муки, крупы и рыбы дал вам? Палка не велел гнать. Пасху святую то погнали. Молитесь, говорит. То-то. Что вы промыслили, все ваше. Хорошо ты сделал все, Иван Саватеевич. По-русски. Спасибо тебе. Спасибо, кормщик. Спасибо. Спасибо. Здравствуй, кормщик. Здравствуй, Иван Саватеевич. Здравствуй. Видишь ты, какой человек, опять живой. Живой. Люди не верят, а я живой. Одна старушечка даже рукой потрогала, говорит, ты? Да я. Выпей, Машенька, за несчастливый мой день. Пригубь. Чтобы они возвращались, чтобы мы их дожидались всегда. Чтобы помереть нам вместе с ними. Коли придет время, так вместе, не порознь. Выпей, Марья Никитишна. Выпей, Машенька. И так и будет, как нынче загадала. А коли не выпьешь, так смотри. Тебе чару пить, Сильвестр Петрович? Тебе и слово молвить. Давно, други добрые, не пил я зелена вина. Все недосуг, да и некогда было. А нынче придется. Выпью я за славнейших российских мореходов, кои флоту нашему основа. Корабли еще не флот, флот моряки. Так выпьем же за Ивана Саватеевича и сподвижников его, кои беспримерные подвиги совершили, и в недальнем будущем еще большие чудеса совершат, на удивление и страх недругов и завистников матери нашей, Святой Руси. На, как воску. Вот сейчас смеюсь, а тогда не до смеху было. Когда раздавила лодью-то, а порух все 16 зарядов. Ну, нашли доску с гвоздями, с крюком железным. Ну, говорю, мужики, давай кузню строить. А мужики, которые в тоске тоскуют, а которые молиться начали.
Грешным делом пришлось палку в руки взять. Да, кто в таком деле молиться начинает, тот готовый упокойник. Вот те смехи. Кто молится, того цингат за глотку и хватает. И валит. Дрался? Дрался. Въедешь так. Иногда. Обижались. Да какие там обиды? Это все для их пользы. Станем мы ждать, да дожидаться. Мы во чистом поле, мы во чистом поле, во широком. Пораскинем мы свои делости, очи ясные. Ты об чем все думаешь? Для чего пожаловал, господин поручик? Сие мореходы нарушили ведение господина воеводы и заявились из земли норвегов. Ну? За что имеют быть заарестованы мною. Вон! Указ именной. В указе всем написано. Вон, господин поручик Миханошин, иначе я вас самого на съезжую отправлю! Вон! Кругом! Шагом! Ать-два! В казармы! Агей, ты вот что, дружок, нынче же дай кормщику матросов, и пусть они съездят к лодке своей. Да что имеют, не откладывая, раздадут вдовам. Понял? Понял. А ты как освободишься, Иван Саватеевич, побывай у меня в крепости. Жалко капитана Крыкова. Он ведь и глаз не казал. Ну, Машенька, ну, голубушка, тут не нажалеешься. Одна для него Таисия. Одна единственная. Одна навеки. Отвечай, Тать. Какие бунтовщики приходили? Какие слова говорили? Жги! Говори, кто у вас голова. Кто срамную челобитную на меня сочинил? Говори. Кто из вас, из воров, самый начальный человек? Говори. Не слышу! Кто? Кто? Крыка, капитан. С ним обо всем толковали. Листы тайны читали. Он да молчан, чтоб над нами правили. У тебя в дому на крыльце архиепископ сидит, туча тучи. В горницу не идет, велит тебе князь немедля к нему быть. При нем курьер с дальней дороги. Что стряслось-то? Царев офицер грамоту привез. Не томи. Шведы будто близко. Я нынче по монастырям поеду. Потрясу монахов маленько. А ты, князь, о недугах забудь и думать. Он, Сильвестр Петрович, куда не дужнее тебя.
А перед бедой все свои недуги ровно забыл, любо-дорого глядеть. Да. Далеко к чьи ты ровно курица. Что ты срамишься? Народишко ты и то уж смеется. Дескать, князь воевода, взяв шлык, да в подворотню и шмык. Палач подвесит, замолчат. Ну и дурак. Много ты со своим палачом против шведа сделаешь. А капитан-командору командовать сражением. Не стану я под него. Что он мне? Станешь! Он Петром Алексеевичем послан. Я тоже, владыка, царем поставлен. Что? Что? Худо мне. В опочивальню? А? Карету. Важно живете. Без сигнала не зайти. Там пушки припрятаны, чужого не пустят. А меня? А приказ капитан-командора велено все показать. Корабельный флот, крепость, батарея Маркова острова, потайную цепь. Чтоб шведские корабли задержать. Ева. Ага. Откуда столько людей понабрали? А почитай, все наши беломорские. В кое времена шутили, а нынче не. Не шутим. В этих местах такого квасу не добьешься. Хорош. В цитадели много настроено. Всюду порядок. Славно потрудился капитан-командор. Славно. Как надеешься, господин Иевлев? Разобьем шведа? Трудно будет, князь воевода. Швед идет большой силой. Командам Архангельска обещана на разграбление. Верно толкуешь. Ворог силен. А у нас все не так. Все не слава богу. В войсках мятежники, офицеры некие, на которых надежду имеешь, к мятежникам пристали. Офицеры? Офицеры, душа моя, офицеры. Кто же они? Ах, квас у тебя. Фу. Пока не скажу, не поверишь. А со временем поведу в застенок, своими ушами услышишь. Но об этом успеется. Теперь надо о другом думать. Пойдут шведские корабли мимо твоей крепости. Что станешь делать? Палить буду из пушек. А тебя в это время обухом по голове сзади. Свои же пушкари. Тогда как? Меня? Будто не в тебя нож метали. Да мужик в лесу резать кидался, а? Мы им с тобой вот где, вот. Ты их на цитадель силой изгонял? Я с них недостачу рву. Ох, тяжка наша служба. Двое нас, царев-то слуг тут-то. Двое. Как же нам брониться-то? Сядь рядком, да потолкуем лотком. Садись. Виктории над шведами не ждешь? До сего дня ждал и твердо надеялся. Ныне же, ежели правда, что измена... Что тогда? Побьют, пожгут нас шведы. Понял. Слава Богу, наконец. Зачем же нам напрасну эту кровь лить? Другой раз Нарва занадобилась.
Невдомек мне, о чем речь. Побоище страшное. Стыд великой Нарвата. Аль забыл? Не забыл. А коль не забыл, так слушай, капитан-командор. Иначе надо делать по-умному. Вот как. Сведаем, подошла шведская эскадра. Мы в Карбас и навстречу. А на подушке ключ от города Архангельского. Суди сам, кто нам страшней? Швед, что может наградить по чину, или смерть с рогатиной? И город-то от разграбления убережем. Ты, князь воевода, шутишь или правду толкуешь? Испытываю, дружок, испытываю. Пробую на зуб, как золото. Теперь вижу, не испугаешься. Побежит от наш швед. С боем побежит. Тебе командовать. Все от тебя. Виктория от тебя. Конфузия от тебя. Извини, дружок. Слукавил маленько. Теперь зато вижу, будешь биться. Не столь я глуп, чтоб сим вздором уверовать. Ну, твое дело. Хошь верь, хошь не верь. Можешь в Москву отписать. Там поверят. То-то смех-то будет, что князь воевода предательство обучает. Ядер-то припас. Пушкарей обучил. Воин. А? Буду палить, шведу не поздоровится. Совладаешь? Надо совладать. Ты, князь, не поможешь. Ну, молодец. Молодец. Теперь вижу. Молодец. А то по-разному болтают людишки. Говорят, у Ивлева подсыл живет в доме шведских воинских людей. Мужик Никифор. Пойдем-ка поглядим на Никифора. Что за человече такой? Никифор плох, князь воевода. Чаю не дожить ему до завтрашнего дня. Что ты говоришь? Что то жил да поживал, а то вдруг помирать собрался. А ну-ка, пойдем, поглядим на него. Он кто таков? Откуда? Ведаю, ты есть шведский воинский человек, подосланный, чтобы сеять смуту. Говори, отвечай проворно. Говори, дружок. То князь воевода, ему истинную правду знать надлежит. Ну? Не подсыл я. Огнем запытаем. Перед смертью все скажешь, поздно будет. Говори нынче. Всяко меня пытали на чужбине. Да и можно ли напужать огнем? Что мне жить-то осталось? Для палача хватит. Нынче же доставить в город на розыск. Будет князь лютовать. Лекаря мне иноземного, как его, со мной приехал. Лофтуса, только живо! Проверь, каков здоровьем сей Никифор. Чего, Никифор? Чего надобно тебе? Он. А?
Его на галере везли до гавани Уляборг. Он швед. Швед он. Подсыл, а не лекарь. Подсыл, он собака. Вяжите его, люди добрые. Умирающий безумен. Это бред. Стойте тихо! Отсюда не уйти, здесь крепость! Взять! Умирающий безумен! Это бред! Это бред! Так-то оно, князь. Лучший советчик твой, друг неизменный, был здесь шведским шпионом. Другой ему на смену прибыл и тот подсыл. А нынче дошло до того, что ты, ближний царев слуга, уговаривал меня шведу предаться. То шутка. То истина. Прости, господин капитан-командор, проверял тебя, испытывал. А как же? Про офицеров что давеча говорил? Нет. Про мятежников Нет, тоже нет, врал? Нет, то правда. Ей-ей, вот и крест. Не кощунствуй! Что такое? Господин капитан, командор, что такое? Плохо мне, худо мне. Ради многих твоих недугов, Алексей Петрович, можно тебе отбыть к Холмогорам. С недужного воевода и спрос невелик, а трусливого народ не помилует, голову отрубит. Так вот. А всех, кто повязан, и к пытке тобой назначен, из караула пока освобожу. Мне ныне каждый человек надобен. А съезжу я на замок. Высоко вознесся, господин капитан-командор. Ох, высоко. Горько помянешь этот день, да только поздно будет. Про офицеров не веришь? А почему? А потому что сам такой. Сам такой. Я знаю вашего брата. Я много вас пережил. Ты это об чем, князь? Ты знаешь об чем. Сегодня твой час. Твой час. А завтра поглядим. Переживем и поглядим. Яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудрости сотворил еси, исполнится земля твари Твоя, сие море великое и пространное, там гади их же не числа, животные малые с великими, там у корабли приплавают змей, сие его же создалось и ругателься ему, всяк тебе чаю дать им пищу во благовремя, давшую тебе им соберут, отвержу себе руку всяческой, исполнится благости, отвращу лице твое возметутся, отымеши духов и исчезнутых, теперь свои возвратятся, послеши духа твоего и созиждется, и обновишь лице земли. И обновляешь лицо земли. Презирай на землю, творя ее трястися, прикасайся горам и дымятся. Воспою, Господи, в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюся в Господи, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови, душе моя, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя. Ну, все посмотрел, Иван Саватеевич? Посмотрел кое-чего. Ну как, отобьемся? Дело-то нелегкое. Цитадель твоя, Сильвестр Петрович, не поспела еще. Одна стена-то вовсе недостроена, там и пушки поставить нельзя. А ежели они завтра или послезавтра пожалуют, тогда как? Стена недостроена,
Да мель перед цитаделью хитрая есть. Та мель много добра может принести, ежели с разгону, при хорошем ветре, флагман на мель сядет. Надо подослать шведам кормщика, который известен им за доброго лоцмана. А идут с эскадрой наши старые знакомые, шкипер Урквард, конвой Гарри Кост, иные негацианты. Хитер ты, Сильвестр Петрович. Ловко придумал. Значит, услужить старым приятелям. Негациантами рядились, черти. Всего Уркварта вовек не забуду. Что ж, вроде незначай попасться им. Ну, вроде рыбку ловил, а они исполмали. Невзначай. Подали от Архангельска, в горле. Мель мы укрепим для верности. Струги затопим сбитым камнем. Вешки поставим обманные, как бы фарватер они показывать будут, а на самом деле мель. Мало ли что. Вдруг кормщик не рассчитает. Для чего же не рассчитать? У меня я чай голова не дырявая, не позабуду. Мне идти больше некому. Хитро рассудил. Денег с них запросишь. Да поболее. Поторгуешься. Ну как же, не без торговли. Почитай, дом не погостил. Таисия убиваться станет. Более некому. Семисадова. На деревянной ноге нельзя ему. Да нет, я не об том. Тут уж спор быть не может. Мне идти. Я, чтоб Таисия не знала. Хватит на ее век горя-то. Но ежели не возвернусь, тут уж ничего не поделаешь. А покуда? Что присоветуешь сказать-то ей? Skynda på här. Snabba på nu. Fortare, fortare. Nu Grete. Snabbare. Kom igen nu. Starta. Skynda på, skynda på. Skynda på. Доброе угощение гостям. Merchant Шебольд. Негациант Шебольд. Ну, а меня Нилом Дмитриевичем звать. Лонгиновым кличут. His name is Neil Longinov, sir. Торговать идете? Ask whether you are a merchant, sir. Капитан просит помощи. Белое море он не хаживал, как идти в Двину не знает. Идти вам до Двинского устья. Там таможня, осмотрят корабли. Дадут лоцмана. He says you have to go to the Dwina River, sir. There's the customs house, and they will send you a pilot there. I need a pilot here. Капитану нужен лоцман здесь. Зачем здесь? Разве у тебя карты нет? He asks whether you don't have a chart, sir. Tell him what we agreed upon. Если возьмется провести корабли до Архангельска, тебе хорошо заплатят. Если откажешься, тебя ждет смерть. Сам-то я не Архангельской, родом из Онеги. Двинским фарватером не хаживал.
He says he doesn't know the Dvinov, sir. You mentioned the punishment. Ja, herr Шапина. Put him in the lion's locker. В канатный ящик велели. Ну, полегче. Пасись, ребята, шведы! Не послушались указа в море не ходить. Теперь держись! Кто согласится провести эскадру в город, тот станет богатым. Кто не согласится, тот будет казнен. Да вы что, дурели? По всей двери пушки понаставлены. 10 раз потопит, покуда пройдешь. Их надо вешать. Тогда, может, кто и станет позговорчивее. Для начала меня. Простите, ребята, если что было. Ну чего столбеете, дурни? Прыгайте, плывите! Стряжь до города Архангельска знаю, а не поведу. Вы, воры, думаете найти среди нас Иуду. Вот вам! Огонь! Огонь! Беглецов ищут уже на острове, но нам удалось задержать еще один рыбацкий карбас. На нем, по-моему, опытные моряки. Почему вы считаете их опытными? Если простые рыбаки читают навигацию, то трижды прав Его Величество Король, посылая нас сюда. С московитами, строящими флот, пора покончить раз и навсегда. На острове стреляют. Пусть сюда приведут рыбаков, пойманных лейтенантом. Пусть накроют стол. Примем их как гостей. Черт бы побрал этих мерзавцев. По-шведски говорят. Один по-шведски, а другой англичанин. И еще голландец, что ли? Дядечка, а для чего мы в море пошли? А кто тебя звал? Ну скажи, звал я тебя? А для чего паруса сбросили? Может, убегли бы? Ну, так ведь они из пушек полили. Полили, да не попали. Больно ты рассуждаешь. Вон, сиди да молчи. А книжку мне теперь отдадут? О, пчел вспомнил. Мне без той книжки никак нельзя. Ивлев Сильвестр Петрович, когда давал, говорил, береги пуще глаза, читай денно и ношно. Тогда пошлю в школу навигатскую, в Москву. Далеко нынче, парень, нам с тобой до Москвы. Повесят нас. Ну, вот так уж и повесят. Ты слушай, Дмитрий, что бы ты не видел, что не услышал, ты молчи. Хорошо, я буду делать, аль худо. Знай, молчи. Ладно? Ладно. Мужички! Ай, мужички! Откликнись! Ты кто, русский? Да русской. А ты кто будешь? По голосу будто знакомый. Ерябов. Ну, Рябов, а ты кто? Да Лонгринов. Не признал, что ли? Нил. Ну, черт дернул. Хотел упромыслить рыбки. Вот, упромыслил. Заковали? Крепко.
Слушай, Иван Саватеевич, может, еще и уйдем. Есть на корабле кто-то свой. Обещал подпилок принести. А кто таков? По-нашему говорит, кто не ведаю, в лицо не видал. Уходи! Tell the Russians to sit down and be my guests. Русских гостей просится. Покуда на гостей цепи надели. So he complains that... Мой толмач лучше скажет. You call us guests, but we are shackled. Большой Иван. Вот встреча. But he is a great sailor. Once I paid him a great sum of money in order to get him in my crew. Чего он врет? Нахваливает вас, дядечка. Это подлинный моряк. Помнишь, какие чудеса мы с тобой делали на Двинском фарватере? Разве ты не узнаешь меня, Иван? Ну, здравствуй, давненько мы с тобой не виделись. Да. Чего в Архангельск больше не хаживаешь? Вот, иду с богатым караваном. Ну, Иван, как это говорится по-русски? Кто вспоминает былое, тот остается слепым. Tell him to sit down. Садись, Большой Иван, садись, старый приятель, мы желаем тебе добра. Садись. Так в цепях садиться. Не, шкипер, либо я полоняник, мне в коморе сидеть, либо я гость, то меня поклоном встречай. Узнаю твой характер, Большой Иван. Еще вели, господин, чтоб кафтан мне отдали. Хорошо перед вами драным сидеть. Добрый был кафтан. Ну, вроде как он у этого офицера. Sir, he wants the tunic of Herr James. Herr James, give him your tunic. Велел отдать кафтан, дядечка. Ты объясни им, чтоб кормили меня не по-своему, а по-нашему. Пущай щей принесут. Головизны какой. Еще что. He wants some Russian dishes. Чтоб торговали выгодно и безубыточно. Sir, he wishes you good luck in trade. Видишь, не сходятся. Maybe it's time to discuss business. Поговорим о деле. Our ships are warships. I'm sure you've noticed that, you experienced sailor. Very much of what is awaiting us depends on the pilot, and therefore we shall spare no expense. Переведи. Многое из того, что нас ожидает, зависит от лоцмана, поэтому мы не посчитаемся с денежной наградой. If you lead our ships to Archangel, Если вы проведете эскадру к Архангельску, ваши заслуги будут оценены королем Швеции. Он все сказал? Все, дядечка. Ну, а теперь отвечай. Эскадру я провести могу. Но то дело не шуточное. Пушек много, а они грому натворят. Ну? Не стану переводить такое, не стану! Да что же это, дядечка? Ну, а не станешь и не надо. Толмач.
Дело большое. Как у нас на Руси сказывается, либо в стремя ногой, либо в пень головой. Что там дальше будет, кто его знает? Похвалит король, али нет? А вот с деньгами завсегда ведь прожить можно. Цена моя большая, да затея ваш немалая. How much does he want? If he asks too high price, I'll call a hangman who's the master of bargaining. Сколько же вы хотите? Если цена будет слишком высокой, позовут палача, который умеет торговаться. Умеет. Ой, ли, господин, умел бы, не стояла бы здесь твоя эскадра. Ну что же, значит, не сговорились. Какая уж тут торговля, когда палачом грозят. How much does he want? 30! Сколько же вы хотите? Значит... Так, рейхсдалеров золотых 5 сотен. 300 нынче. 200, когда дело будет сделано. Чтоб в канатном ящике меня не держать. А каюту мне, как прочим морякам. Чтоб харч был не матросский, а вот отсюда. И... Ну, а что еще будет? Вспомню, скажу. Энскорк! Чё-чё? Purser here and quick. Казначей сюда. Ваши условия приняты. Ну вот то-то. А то шумит на меня, кулаками грозится. А ну давай гулять, а? Нынче-то все живы, а что завтра будет, кто ведает? Разбойник-то он живой упокойник. А разве может быть живой покойник? То пословица. А в пословице еще не то бывает, да. Вина вели ему принести, Митрия, али пиво. Да погрызь что-нибудь от скуки. Bring some wine and to eat something. Быстрее возвращался, чтоб веселее ногами, живо! Quickly, quickly. Чего глядишь? Не узнаешь, что ли? А я передумал, понял. Пусть и несет. Take it away. Митрий. Зря дуришь, парень. Не твоего ума это дело. Да подожди, Митрий! 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 Держи его! Все равно утоплюсь, не стану так жить! Да послушай ты, дурашка! Чего? Русский убег.
Дмитрий. Видал. Вот то-то. Это ты Лонгина выпустил? Я. А для чего? Он не стал делать измену. Вот для чего. Иди-ка ты отсюда, дурашка. Иди, не гоже, чтоб нас вместе видели. А ножичек свой выкинь. Ненадежен больно. Слушай, а мне, если можешь, принеси топор. А? Топор? Ну да, ну такой дрова чем колют. Поменьше, да чтоб ручка была поухватистей. Я принесу топор. Гляни, не обмани. Я принесу. Ну, иди. Иду. Здесь они, Афанасий Петрович. Возле Мудьюга. Стоят, ветра дожидаются. Сила. Там видно будет. Пришло наше время, ребята! А ну пошли! Говори. Дознались, что зачинщиком был в смертоубийстве Козьма Плотник. Он того амбарщика вдарил. Ух, больно заворовался проклятый амбарщик, да будет ему земля пухом змею злому. Никакой ествы на артель не давал, корье перетирали да пекли. Козьма Плотник спросил амбарщика, чего не по Божьей делает, а тот его под вздох, да еще ногой ударил. Ой, мамочка! Убери ее. Ой, мама! Ой, Говори. Но я его вдарил. Так вдарил, что убил? А чего ж смотреть на него, на анафему? Я с женой на Карбасе пришел, а он говорит, отпусти мне женку поиграть. Я, говорит, естро вам дам на всю артель вашу, по-божески. Жаль, что его одного вдарил, а не все ихнее семя. Какое такое ихнее семя? А такое! Тьфу! Вот какое! А ну говори! Ты ему, батюшка, не верь. Молод он еще, не учен. господин!
Ну, куда? Уберись, я... Пусти! Слышь, пусти! Господин хороший! Гнать их в зашей! Кого? Связанных со двора вон! Оглохли! Вон, говорю! Развязать их в тычки, откуда пришли! Это всех амбарщиков порубят! А коли воров и порубят, горевать не об чем! А ну вон! Тебе чего? Не уходит? Кто не уходит? Который амбарщика кончил. Он на крыльце сидит. Ну и шут с ним пусть сидит. Пришла эскадра, господин капитан-командор. Какие флаги? Да, флаги-то разные, шведских не видно. Пушечных портов тоже не видно. Смотрел в трубу. Дозорного посылал в челноке разведать. Размышляю, пока готовы не будут, в устье не пойдут. Корабли потрепаны штормом. Егорша! Без промедления всех офицеров на совет! Афанасий Петрович, ты шпагу целовал? Целовал, господин капитан-командор. И день тут не забыл? Покуда жить буду, не забыть мне его. За стенки на дыбе. Некоторые воры признались князь воеводе, будто как швед к городу подойдет, те воры по-братски примут шведа. И верховодит над ними некий офицер. Да нет, Сильвестр Петрович, врет князюшка. Обиженных много, то верно. Да не такие они умелые, как воеводе со страхом мнится. Не поверил я воеводе, велел всех из-за стенка отпустить. А нынче подумалось, кому поверил? Русским людям, господин капитан-командор. Дай народу нашему продых, покажи ему правду на земле, и не надивишься на чудеса его. Ты верь. Разные люди есть на земле, каждому своя судьба, но не отыскать промеж них подлой души, что шведу поклониться. И не один я так думаю. Многие. Ты и есть тот офицер, от которого остерегал князь Прозоровский? Тот да не тот. Но я поехал к месту. Мало ли, что там может случиться. Коли что, наш пальнут из пушки. Пушка-то она скорее гонца от караульчика к караульчику долетит. По пушке из полых ударите. Коли что, лихом не поминайте. И ты нас лихом не поминай. Будь в надежи, Афанасий. Ты, Афанасий Петрович, к черту в зубы-то не лезь. Я тебя знаю. А об чем говорили, авось договорим. Многое ты правду сказал, да не так оно все просто. Иди, друг милый. Иду, Сильвестр Петрович. Вот не ждала. Не по-доброму делаешь, Афанасий Петрович. Иван Саватеевич и то спрашивал, где это Афанасий Петрович? Загордел, что ли? Да уж загордел. Больно горд сие всем ведомо. Поздорова ли живешь, Таисия Антиповна? Здорово, грех жаловаться. А ты-то как? Ну что ж мы тут стоим? Идем в избу. Ванятка вон, а сколько разов спрашивал, где это дядя Афоня? Ванятка! Ванятка, ты гляди, кто к нам пришел. Не ходишь и не ходишь, видишь какой
Обещал пушку сделать, чтоб палила. Сделаем мы пушку. А сейчас бегай к воротам, посмотри моего коня. Не отвязался ли? На-ка вот, Таисия Антиповна, спрячь. Челобитная царю подписана кровью. В ней про воровство и мздоимство воеводы. Нужен верный человек, что в царские руки попало. Нынче не нашли его. Кормщик-то где? На Онегу пошел, дружку своему. Это кто ж там? А Бог его знает. Погулять пошел. Вот ему и отдашь, он спрячет с умом. Может, Сильвестру Петровичу лучше? Сильвестр Петрович. Он того же корня, что и воевода. Они побранятся да помирятся. Нет у меня веры в сию челобитную, да народ на правду надеется. Как же эткое горе, да не в свои руки отдать. Ну, а коли что, кузнецу отдашь. Как, коли что? Так ведь война, швед к нам пришел, чинится возле Мудилга. Пришел таки. Пришел. Тебе-то как же, Афанасий Петрович? На шансах-то первому начинать? Да там видно будет. Да ничто, Таисия Антиповна, не кручинься, не продраться вору в город. Да тебе-то первому. Ну, а теперь прощай. Прощай, брат. Ты ведь мне теперь брат крестовый. Дай-ка я тебя покрещу. Сестра. Ну и хитрые вы, Евины дочери. Ай, хитрые.